Пройдемся по теме иммигрантов. Миграция сейчас эта тема интересует примерно всех, по крайней мере, что называется, от запада до востока. И основные ключевые игроки в этой тематике и очень активно обсуждаемой тематике — это США, ЕС, Россия. Сейчас сразу три крупных игрока у нас и прозвучат. Одновременно они закручивают миграционные гайки, и это не просто битва, борьба с нелегалами, а пересдача денег и полномочий. В США при Трампе получают ICE расширенные права на задержание даже легальных беженцев без грин-карты. В Европе запускают возвратные хабы в третьих странах, а Россия переводит иностранцев в режим цифрового профиля и управляемого завоза. Фон у всех разный, но почва похожа. Усталость общества от кризисов, конфликтов и новостей о преступлениях с участием мигрантов, плюс рост правых и силовой риторики. В США это вечный спор о границе, law and order, в ЕС давление избирателей на юге и севере Союза, в России связка миграции с национальной безопасностью и традиционными ценностями. В Штатах история разворачивается по силовому сценарию. Администрация Трампа расширяет полномочия данной системы данного ведомства, разрешает аресты, длительное удержание беженцев, которые не успели оформить грин-карту год спустя под предлогом повторной проверки. Параллельно растут рейды, меняются критерии риска побега. ICE действует агрессивнее, а за кадром многомиллиардные контракты на центры содержания, перевозку и логистику депортаций. В Европе делают то же, но через бюрократию. Пакт о миграции и новом режиме возврата открывает дорогу Return Hubs центрам в третьих странах, с которыми ЕС заключает соглашение. Там можно подолгу удерживать людей с отказом, не держа их в пределах Союза. Погранслужбы получают право на рейды по адресам, мобильные проверки, дроны и тепловизоры. Формально все в рамках прав человека и принципа невысылки. Но фактически Европа оплачивает экспорт проблемы и создает новый рынок для подрядчиков. В документе прямым текстом: снижать число нелегалов, не держать в стране тех, кто не учится и не работает, не допускать этнических анклавов, а трудовые потоки перевести в организованный набор под запрос экономики. Под это ложится цифровой профиль иностранца, биометрия, маршруты въезда, выезда, работа, налоги, нарушения, все в одной системе, с которой удобно и продлевать статус, и обрывать его за мелкие нарушения. Если отбросить официальные формулировки, логика везде одна. Под резонансную тему миграции накачиваются силовые ведомства и инфраструктура контроля. В США за счет страха перед преступностью и нарушителями границы укрепляет данное ведомство и его подрядчиков. ЕС под лозунгом гуманности и управляемости создают правовую рамку для вывоза нежелательных лиц в хабы и расширяют инструменты наблюдения, фактически строя внешнюю линию обороны. В России через связку миграция равно риск безопасности усиливают роль силовиков и контролирующих органов, плюс получают рычаг для давления на диаспоры и работодателей. Похожие схемы мир уже видел. При первом Трампе резкие рейды и изменения в миграции уже поднимали стоимость акций частных тюрем и выливались в рост контрактов, хотя сам поток нелегалов полностью не остановили. ЕС раньше покупал снижение потока через сделки с Турцией, с соседями, а сейчас просто переводит эту модель в формат официальных хабов. Россия и раньше объединяла миграцию с внутренней безопасностью, но теперь это подняли до уровня концепции нацполитики и цифровых систем, которые позволяют отслеживать иностранца до единицы. Но на сегодня все три истории в фазе раскрутки, а не спада. В США суды уже получают иски против новых мемов и практик данной структуры IC и но аппарат работает и набирает обороты. В ЕС пакт политически согласован. Финальные регламенты по возвратам и хабам дотачиваются, а страны договариваются, кто и где будет строить центры. В России концепция утверждена, задачи озвучены, сейчас под нее подтягивают законы о занятости иностранцев, цифровых профилях и ответственности работодателей. Вопросы повисают, это реально удар по преступности или просто удобный инструмент контроля и заработка на лишних людях.
Такая ситуация, как говорится, ничего просто так не происходит, и уж точно какие-то морализмы и активное кому-то сострадание, еще раз, на уровне государства это глупо было бы ждать. Конечно же, делается своя работа, свои программы, свое усиление, свое лоббирование тех или иных интересов, тех или иных структур, и это для государства нормально. Его даже нельзя за это винить, потому что государство это машина, у машины души нет, у нее есть инструкция, профиль, ценности, цели поставлены, и она их выполняет. Увы, мы, наверное, все отчасти заложники этой системы, этой машины, но она нас должна защищать, наверное, со своей стороны мы иногда должны, желательно не иногда, высказывать свою позицию, свою точку зрения, удобна ли нам эта машина, потому что иногда стоит этой машине напомнить, что она вообще создана исключительно для нашего удобства и нашей безопасности. Берегите себя, друзья, такие темы сейчас на поверхности, я прошелся по социальным площадкам, просто о чем говорят люди, постарался это немножко поискать по сети, подтверждение, о чем пишут средства массовой информации, так что это такой единый ком того, что говорят люди, что подтверждается официальными, крупными изданиями. И, ну, вот такой вывод. В таком мире мы сейчас живем, и это пока что на подъеме, сама вот эта ситуация с миграцией. Сначала ее создают, завозят, одних завозят, других не пускают. Потом на этом фоне начинают лоббировать вполне себе выгодные модели, интересы, ну, и тех или иных структур, соответственно, зарплаты и так далее. То есть именно машина государственная, в данном случае бюджетники сейчас очень хорошо кормятся с тех людей, которые оказались растеряны, потеряны, ну и, собственно говоря, находятся в сложном положении. На них все и делают себе капитал. Политический, где-то профессиональный, карьерный и так далее. В этом страшного ничего нет, но знать это надо. Берегите себя и увидимся в следующих новостях.